Model G компания Allis-Chalmers представляет собой компактный трактор с задним расположением двигателя и рабочими органами, размещенными непосредственно под рамой. Он производился в США всего 7 лет, с 1948 по 1955 годы, и был предназначен для небольших фермерских хозяйств и овощеводческих предприятий. Всего было выпущено около 30 тысяч единиц этой техники, а затем ее вытеснили с рынка более мощные и универсальные машины. И вдруг 50 лет спустя этот трактор вновь оказался конкурентоспособным и был запущен в производство, чтобы прийти на помощь современным фермерам. Друзья, всем привет! Сегодня познакомимся с интересной моделью трактора компании Allis-Chalmers Model G и его современными аналогами. Трактор Model G появился в США в послевоенные годы, когда в сельском хозяйстве наблюдался рост спроса на компактную и специализированную технику. К этому времени Allis-Chalmers Manufacturing Company уже имела значительный опыт и авторитет в отрасли. С начала 20 века она производила широкий спектр сельскохозяйственной, строительной и промышленной техники, а также была известна своими инновациями. В 1930-х годах Allis-Chalmers одной из первых внедрила на трактора пневматические резиновые шины, что позже стало стандартом для всей отрасли, а ее модели B и WC были одними из самых массовых и популярных тракторов своего времени. Главной отличительной чертой трактора Allis-Chalmers Model G являлось заднее расположение двигателя. Такая компоновка была нестандартной для тракторов того времени и больше напоминала мотокультиваторы, чем классические трактора. Но это решение обеспечивало хороший обзор рабочей зоны и навесного оборудования, которое монтировалось прямо под брюхом трактора. Model G оснащался четырехцилиндровым бензиновым двигателем Continental AN62 с жидкостным охлаждением и вертикальным расположением цилиндров. При рабочем объеме в 1 литр на 1800 оборотах в минуту он выдавал около 10 лошадиных сил. Это было немного даже по меркам середины прошлого века, но такой мощности вполне хватало для работы с легким навесным оборудованием на небольших участках. Двигатель имел электрическую систему пуска, но можно было запускать и с ручного стартера, рукояткой. Трактор оснащался трехскоростной коробкой передач, разгонявшей его до 13 км в час. Дополнительно по заказу могла устанавливаться отдельная пониженная передача Special Low, предназначенная для работы на очень низкой скорости, до 1,2 км в час. Трансмиссия Model G по сравнению с обычными тракторами была установлена как бы задом наперед. Между КПП и двигателем размещалась коробка с понижающей передачей. Трактор имел массу 635 кг, высота по рулю составляла 141 см, длина 294, колесная база 173. Колея передних и задних колес регулировалась в диапазоне от 90 до 160 см. Объем топливного бака составлял 19 литров, что обеспечивало до 8 часов непрерывной работы. Одним из ключевых преимуществ Allis-Chalmers Model G была специально разработанная линейка специализированных орудий. Культиваторы для междурядной обработки, плуги для вспашки, сеялки для посева различных культур, дисковые бороны, косилки, навесные погрузчики, разбрасыватели удобрений, фронтальные грабли и так далее. В стандартной комплектации управление навесным оборудованием было ручным, однако при необходимости для работы с тяжелыми орудиями трактор мог оснащаться гидравликой. Производство новой модели G было налажено на заводе в городе Гадсден, штат Алабама. Стоимость трактора составляла $970 США, что по тем временам было вполне доступной ценой для техники такого класса, поэтому модель сразу стала популярной. Однако, несмотря на коммерческий успех, количество произведенных тракторов Model G оказалось меньше, чем компания планировала изначально. Причиной тому были изменения в сельском хозяйстве, связанные с укрупнением предприятий и переходом их на более мощную и универсальную технику, что к середине 50-х значительно сужало рынок сбыта. Несмотря на то, что производство тракторов Model G было давно прекращено, они до сих пор применяются в сельском хозяйстве.
В последние годы их часто переоборудуют с бензинового двигателя на электрический. Благодаря тому, что двигатель расположен сзади и не является частью несущей конструкции, замена ДВС на электромотор значительно упрощается. Для питания электродвигателя используют аккумуляторные батареи, обычно от 4 до 6 штук, свинцово-кислотные или литий-железофосфатные. Мощность электродвигателя до 10,3 кВт, что примерно составляет 14 лошадиных сил и на 4 лошадиные силы больше, чем оригинальный двигатель. Напряжение сети 48 вольт. Средний пробег на одном заряде 4-5 часов. При регулярной работе эксплуатация Ellis-Chalmers Model G на электрическом ходу обходится значительно дешевле, чем на бензине. Обслуживать такие машины проще. Современные аккумуляторы заряжаются очень быстро, но главный плюс – отсутствие вредных выбросов во время работы, что особенно важно для небольших экологически чистых фермерских хозяйств. В целом, конструкция Model G оказалась настолько удачной, что послужила основой для создания новых моделей. Еще в середине 50-х годов британская компания David Brown представила модель VAT-12V или 2D. Его главная особенность – использование для управления навесным оборудованием сжатого воздуха. И роль ресивера для воздуха выполняла трубчатая несущая рама. Но по разным причинам широкого распространения этот трактор не получил. Однако спустя 50 лет Ellis-Chalmers Model G снова стал востребованным. С 2007 года его современную версию производит компания Tough Built Tractors. В 2014 году производство трактора на основе Model G начала компания Kliber. Компания Tilmore из Огайо также выпускает трактор, основанный на модели G. В целом Model G представляет собой пример удачного сочетания инновационного дизайна, практичности и доступности, что обеспечило ему место не только в истории сельскохозяйственной техники, но и в современном фермерском хозяйстве. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии, ведь впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр, до новых встреч!